Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами народные приметы на 4 ноября. Поговорим о церковном великом празднике, который мы с вами отмечаем в этот день, 4 ноября. Уделим внимание народному календарю, а также поговорим о том, что можно и чего нельзя делать в этот день, 4 ноября. Итак, друзья, 4 ноября Православная Церковь празднует Казанскую икону Божьей Матери. Казанская икона Божьей Матери празднуется дважды в году – 21 июля и 4 ноября. Эта икона связана с великими историческими событиями, и она особо почитается русским православным народом и считается чудотворной. День Казанской иконы не входит в перечень 12 главных праздников, двунадесятых, поскольку он не связан с ключевыми событиями земной жизни Иисуса Христа и Богоматери. Его нет и в списке великих. Праздник Казанской иконы относится к третьей группе торжеств полиелейных. Итак, икона Божьей Матери была обретена чудесным образом в 1572 году в Казани. Город незадолго до этого события был взят войсками Ивана Грозного. И после пожара, из-за которого была уничтожена почти вся христианская часть Казани, Богоматерь 3 раза являлась во сне 9-летней девочке Матроне и велела отыскать на пепелище ее икону. Когда мама с дочкой начали копать в том месте, где до пожара находилась печь, то на глубине около 1 метра они обнаружили икону. В числе первых очевидцев произошедшего чуда был священник Никольской церкви Ермоген, который впоследствии стал патриархом всея Руси. В этот же день к месту обретения иконы пришло много людей. Город огласился праздничным звоном. С тех пор этот день стал ежегодно праздноваться сначала в Казани и потом по всей России. В 1579 году на месте обретения иконы Иван Грозный основал Богородицкий монастырь, где хранилась обретенная икона, которая вскоре стала всенародной святыней, знамением небесного покрова Богоматери над Россией. В народе дату 4 ноября называют осенней Казанской. Связан этот праздник с событиями смутного времени, когда на территории России вторглись польские интервенты. Москва была взята польскими войсками, а патриарх всея Руси Ермоген был заключен в темницу. В заточении патриарх молился Богородице, уповая на ее помощь и защиту. Его молитвы были услышаны, и в сентябре 1611 года было организовано второе народное ополчение. Русские войска освободили Москву и с чудотворным списком Казанской иконы Божьей Матери вошли на Красную площадь. В честь Пресвятой Богородицы князь Пожарский в 1630-е годы воздвиг храм Казанской иконы, где она находилась на протяжении 300 лет. В 1920 году церковь, к сожалению, была уничтожена. На ее месте поставили павильон и общественный туалет. Но в 90-е годы прошлого века эти постройки снесли и возвели новый храм. Первоначальный вид собора был сохранен благодаря чертежам и замерам, сделанным перед сносом святыни. Особо почитался образ Казанской Божьей Матери Петром Великим. Во время Полтавского сражения на поле боя стоял чудотворный список с иконой Каплуновский. Существует предание, что святитель Митрофан Воронежский еще до основания Петербурга благословил Петра I Казанскую икону. И он сказал: возьми икону Казанской Божьей Матери, она поможет тебе победить злого врага. После этого перенеси святыню в новую столицу, и она станет покровом города и всего твоего народа. В 1710 году Петр I велел перевести из Москвы в Петербург чудотворный список с Казанской иконы. Какое-то время святой образ находился в Александро-Невской лавре, а позже при Анне Иоанновне его перенесли в специальный храм, возведенный на Невском проспекте.
Восшествие на престол Екатерины II тоже связано с этой святыней. Павел I, став в 1796 году императором, решает построить более достойный храм для иконы. Он объявляет конкурс проектом, в котором одержал победу Воронихин. Храм был спроектирован по образцу святого Петра в Риме. На его, правда, строительство ушло аж целых 10 лет. Завершено оно уже было при Александре I. Перед чудотворной иконой в 1812 году за спасение России молился Кутузов. В Казанском соборе 25 декабря 1812 года был отслужен первый молебен за избавление России от нашествия французов. Вы знаете, икона Казанской Богородицы Божьей Матери считается заступницей женщин. В древности существовало поверье, что кто на Казанскую женится, тот счастлив будет. Копию, как правило, образа дарят молодоженам после венчания. Считается, что молитвы перед ней способствуют укреплению брака. В 1649 году именно эта икона и стала покровительницей дома Романовых. У Казанской просит покровительства семьи, здоровья для детей и мужа, легких родов. Также у иконы Казанской Божьей Матери просят исцеления от тяжелых болезней и благополучия. Ей молятся для избавления от скорби и печали. Считается, что эта икона исцеляет больных и возвращает зрение слепым. Также в этот день, 4 ноября, празднуется Андрониковская икона Божьей Матери, празднуется Якобшатская икона Божьей Матери, и в этот день обретение мощи епископа Белгородского священномученика Никодима Кононова. А мы вам, друзья, оставим в описании к этому видео молитвы, которые рекомендуем вам именно в этот день, великий праздник, прочитать 4 ноября. Итак, друзья, теперь мы вернемся с вами к народному календарю. Вы знаете, в народном календаре для наших предков это была очень важная дата – праздник Казанской иконы Божьей Матери. В народе также этот день называли как Казанская, Казанская осенняя или Бабья заступница. Как говорится, на пороге зима, и с огородными полевыми работами было покончено. Работники возвращались с отхожих промыслов. Зимняя Казанская – это традиционный срок расчета. Все строительные работы к этому времени заканчивались, а плотники, землекопы, штукатуры и каменщики получали расчет и возвращались домой. В этот день, как правило, 4 ноября часто и шел дождь. По этому поводу наши предки говорили, если на Казанскую небо заплачет, то скоро и зима наступит. Если же 4 ноября был день ясный, то грядет похолодание. В некоторых местах на этот день приходится престольный праздник. В этот день многие играют свадьбу, ведь согласно поверью, кто женится на Казанскую, тот будет всю жизнь счастливым. А вот в путь 4 ноября все-таки отправляться не следует. Считается, что человека в дороге могут подстерегать всевозможные неприятности. В народе Казанская икона Божьей Матери – бабья заступница и покровительница простого народа, поэтому осенняя Казанская – один из главных женских праздников. И этот день отмечали пышным застольем с брагой и пивом. Еще эту икону считают помощницей в лечении болезней глаз. Говорят, что в этот день роса особенно целебная, поэтому до восхода солнца наши предки старались собрать хотя бы немножечко росы, которые протирали глаза, лечили нарывы и кожные заболевания. Существовала легенда, что одна юная девица думала, что не вышла лицом, потому ее никто и не любит. На осеннюю Казанскую она пораньше встала и отправилась в рощу, там отыскала березовый лист, который висел низко на дереве и был покрыт инеем. Взглянула она в этот лист, словно в серебряное зеркало, и вся неказистость ее лица сошла. Кроме того, считается, что именно этот день, 4 ноября, один из самых удачных для предпринимателей и бизнесменов. Переговоры, проведенные в этот день, будут успешными, а сделки выгодными, а торговля будет бойкой.
Благоприятные условия для решения финансовых сегодня вопросов, причем возможны неожиданные денежные поступления. В этот день, 4 ноября, родились и именины отмечают Константин, Федор, Иван, Василий, Елизавета, Анна, Герман, Григорий, Николай и Ираклий. Считается, что люди, которые родились 4 ноября, обладают искренним и добродушным характером, а также ярко выраженными дипломатическими способностями, которые позволяют им покорять любые вершины. При этом высокий социальный статус никак не отражается на поведении этих людей, так как они продолжают с большим уважением относиться к окружающим. Считается, что лучшей защитой для людей, которые появились на свет 4 ноября, великий праздник в день иконы Казанской Божьей Матери, считается оберег с оливин хризолитом. Что же касательно снов, то знаете, что в ночь на 4 ноября часто снятся вещие сны. Поэтому здесь важно обязательно запомнить свой сон в этот день, так как в нем вы можете увидеть очень много важных для вас вещей. Внимательно отнеситесь к тому, что навевают вам грезы, и получите не только ответы на волнующие вопросы, но и подсказки в решении проблем. Образы, которые придут во сне, также покажут, готовы ли вы к переменам. После пробуждения прислушайтесь к ощущениям. Если вы чувствуете свободу и легкость, значит, вы сейчас на правильном пути. Если же у вас осталось чувство тяжести, скованности, вы испытываете угнетенное состояние, тогда стоит задуматься. В вашей жизни явно назрела необходимость больших перемен. Замкнутые пространства снятся сегодня к неготовности меняться. Открытые пространства к правильному пути. Если увидели много людей, то в реальной жизни лучше избегать больших компаний. Если вас предали, то постараться нужно простить всех своих врагов. Что же принято делать в этот день, 4 ноября? В этот день принято было ходить в храм и ставить свечи перед иконой Казанской Божьей Матери, прося у нее здоровья и благополучия для себя и своих близких. Считается, что именно сегодня нужно молиться об исцелении болезней глаз. По традиции, сегодня был день окончания сезонных строительных работ. Хозяева рассчитывали всех наемных работников. Это были плотники, каменщики и так далее. В этот день, как правило, мужчины в далекие времена возвращались с заработка, в связи с чем было принято устраивать пышные застолья. Хотя, несмотря на возврат мужчин в дом, все-таки праздник считался женским. Если утром удавалось собрать росу, то ее можно было использовать для лечения глазных и кожных заболеваний. Также на Казанскую было принято свататься. Была даже специальная поговорка: те, кто на Казанскую женихается, никогда не раскается. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя делать в великий праздник в день Казанской иконы Богородицы. Итак, друзья, народные приметы говорят нам о том, что 4 ноября в праздник Казанской иконы Богородицы нельзя делать тяжелую работу, поскольку этим можно привлечь в свою жизнь сложности, беды, тяжести и невзгоды. Сегодняшний день нужно постараться посвятить молитвам и покаянию. 4 ноября обязательно нужно посетить храм, где набрать воды, которую нужно добавлять в грудное молоко матерям, чтобы ребенок был спокойным и здоровым. В питье больным для скорейшего выздоровления, а также пить всем, у кого неспокойно на душе. Не рекомендуется проводить в день иконы Казанской Божьей Матери в одиночестве, особенно в вечернее время. Надо наготовить разных вкусных блюд и пригласить отужинать близких, родных и соседей. Считается, что чем больше за столом будут гостей 4 ноября, тем больше счастья ожидает хозяев дома. Гости же могут подарить казанскую икону Богородицы. Она защитит семью от горести и печалей. Не стоит в этот праздник влюбленным признаваться в своих чувствах, не будучи уверенным в их взаимности. Зато рекомендуется именно на 4 ноября назначить свадьбу. Считается, что пара, которая заключит брак 4 ноября на осеннюю Казанскую, проживет долгую и счастливую жизнь. Также в праздник Казанской Божьей Матери нельзя отправляться в дальний путь. Дорога будет полна неприятностей и обманов. Есть вероятность краж, аварий, а также знакомств с нечестными и меркантильными людьми.
Также запрещено 4 ноября жаловаться на любимого человека. Сегодняшнее недовольство может привести к ссорам и к скандалам. В этот день лучше промолчать о недостатках второй половинки. Тогда все очень скоро уладится, а в отношениях воцарится любовь и полная гармония. В день Казанской иконы Богородицы незамужним девушкам нельзя сидеть дома. Утром им нужно сделать 3 глотка святой воды и съесть горбушечку хлеба. Больше ничего есть нельзя. После этого следует пойти в храм, где попросить Богоматерь поскорее найти суженого. Если провести такой ритуал, то наши предки считали, что уже в этот день девушка встретит свою любовь. Не рекомендуется в этот день зажигать огонь без надобности. Это связано с тем, что икону Божьей Матери достали из пепла после пожара в Казани в XVI веке. Мужчинам 4 ноября стоит отказаться от мелкого домашнего ремонта. Во-первых, по религиозным соображениям, а во-вторых, по народным. Все, что будет починено в этот день, очень скоро вновь придет в негодность. Вот, друзья, у нас с вами вот такой вот день, 4 ноября, по народным приметам и по церковному календарю. Мы надеемся, наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Также обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите 2 всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся в следующем видео.